Приветствую на канале MAF. В этом видео вы узнаете 3 лучших способа избежать оплаты комиссий при создании NFT на площадках OpenSea, Rarible и Mintable. Я буду рассказывать о них по порядку, но если вас интересует какая-то конкретная площадка, можете легко переходить по тайм-кодам в описании к видео. Итак, у меня есть 3 иллюстрации с сайта MAF, которые я собираюсь превратить в NFT. Также есть криптокошелек MetaMask с нулевым балансом, но это все равно не помешает мне создать NFT. До недавнего времени отсутствие эфира на кошельке было серьезным препятствием. Он был необходим для оплаты комиссий на блокчейне Ethereum. Можно зайти на любой калькулятор комиссий и посмотреть, сколько сейчас стоит создание NFT на разных площадках. Порой цены достигают нескольких сотен долларов. Но без этого никуда. Это плата майнерам за то, что они поддерживают работоспособность блокчейна. В 2021 году NFT-площадки начали внедрять новые функции, которые дают пользователям возможность оплачивать комиссии не сразу при создании, а только тогда, когда работу купят. Реализовано это везде по-разному, и я не буду углубляться в технические детали. Сразу покажу на практике, как это устроено. Первую картинку я буду токенизировать с помощью OpenSea. Это крупнейший NFT-маркетплейс с самым большим торговым оборотом. Однако это не значит, что именно здесь вам будет проще всего продать свою работу. Скорее она затеряется среди множества других. На нашем канале уже есть 2 подробные инструкции, как создать и продать NFT на OpenSea. Это всегда было бесплатно, но с одной оговоркой. За первое выставление на продажу в своем аккаунте нужно заплатить комиссию. Она составляет от 50 до 300 долларов, в зависимости от загруженности блокчейна Ethereum. И сейчас я покажу одну хитрость, с помощью которой можно избежать этой проблемы. Перехожу во вкладку Create, чтобы создать новый NFT. Прикрепляю картинку, которую я заранее скачал. Это обложка статьи на MAF о путешествии в метавселенную Somnium Space. Напишу такое название: Somnium First Travel. Остальные параметры можно будет заполнить позже. Если с этим процессом у вас возникнут сложности, посмотрите полную инструкцию на нашем канале. Все ссылки есть в описании. Я лишь акцентирую внимание на одной новой функции. Теперь при создании появилась возможность выбрать блокчейн Polygon. Он полностью совместим с Ethereum, но быстрее и не требует комиссии за первое выставление на продажу. А это как раз то, что нам нужно. Теперь можно нажимать кнопку Create. Токен создан, и вот его страница. Осталось проверить, правда ли теперь выставление на продажу будет бесплатным. Нажимаю кнопку Sale. Здесь опять много настроек, но о них все рассказано в другой инструкции. Я просто введу цену в токенах эфир и нажму Complete Listing. MetaMask предлагает поставить подпись, но никаких списаний не требует. Нажимаю «Подписать». На странице появилась цена, и теперь все желающие смогут купить этот NFT. Ссылка на него тоже есть в описании, так что вы можете сами проверить это. Следующую картинку я буду размещать на Rarible. У этой площадки есть одно важное отличие от OpenSea. Здесь можно создавать NFT без комиссии прямо в блокчейне Ethereum и не пользоваться Polygon. Для вас, как для создателя, разницы нет, но для покупателя в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, если NFT на блокчейне Ethereum, то покупать будет проще. Не нужно совершать лишние действия и переносить свои токены на другой кошелек. С другой стороны, за NFT на блокчейне Ethereum покупателю дополнительно придется оплачивать комиссию от 10 долларов. В Polygon же такого нет. Как и на OpenSea, я перехожу на страницу Create, чтобы создать новый NFT. Здесь вижу, что Rarible поддерживает еще и блокчейны Flow и Tezos. Важно знать, что они оба пока не совместимы с Ethereum. Это значит, что и вам, и покупателю понадобятся отдельные кошельки и токены для них. Поэтому их я в данной инструкции не рассматриваю. Выбираю Ethereum и снова нажимаю Create. Далее нужно выбрать тип NFT.
Если вы хотите, чтобы токен был в единственном экземпляре, выбирайте Single. Чтобы у токена было несколько одинаковых копий, нужно нажать Multiple. На этот раз я буду загружать обложку статьи о художнике Brickspacer. В отличие от OpenSea, здесь при создании NFT можно сразу выставить его на продажу. Для этого нужно активировать переключатель Put on Marketplace и выбрать цену. Название пусть будет такое: Brickspacer History. Обновить данные позже уже не удастся, поэтому сразу введу и описание, вступление к статье. Подробнее о том, как создавать NFT на Rarible, я показывал в отдельной инструкции, так что если с этим возникнут сложности, просто напомню, что в описании есть все ссылки. Я акцентирую внимание лишь на одной настройке – Free Minting. Она должна быть обязательно включена, чтобы не пришлось оплачивать комиссию. Давайте это проверим. Нажимаю Create Item. Создание NFT будет состоять из 4 этапов. Они будут выполняться сами, нужно лишь ставить подпись, когда MetaMask это просит. Вот и все. Оплачивать ничего не пришлось. Чтобы посмотреть, как выглядит созданный NFT, можно сразу нажать View NFT или потом найти его в профиле. Теперь любой желающий сможет его купить. Ссылка на NFT тоже есть в описании, так что вы сами можете проверить это. И, наконец, третий бесплатный способ доступен на площадке Mintable. Она очень похожа на Rarible. Единственное отличие в том, что для регистрации недостаточно только криптокошелька MetaMask. Нужно еще подтвердить электронную почту и придумать пароль. Нужная нам вкладка здесь называется Mint an Item. Сайт спрашивает, существует ли уже наш NFT. Если он уже был создан на какой-то другой площадке, то его можно сюда перенести, нажав на первую кнопку. Нам нужно создать новый NFT, поэтому выбираем второй пункт. Далее предлагается выбрать, в каком блокчейне создавать NFT – Ethereum или Immutable X. Второй вариант требует дополнительного аккаунта, поэтому в этом видео мы рассматривать его не будем. Ниже предлагается выбрать один из двух вариантов – Gasless без комиссии или Traditional с комиссией. Конечно же, выбираем первый вариант и нажимаем Proceed to Mint. Далее все как обычно. Я загружу обложку статьи о том, что с помощью блокчейна создадут новую форму жизни. Назову блокчейн Lifeform. Из отличий также можно выбрать категорию NFT и добавить подзаголовок. Нажимаю List this item. И сайт предупреждает, что будет только одна транзакция, которую нужно подписать. Соглашаемся и подписываем транзакцию в MetaMask. Теперь посмотрим результат. NFT выставлен, и любой желающий может его купить. Убедиться в этом можно, перейдя по ссылке в описании. Итак, теперь вы знаете 3 лучших способа создать NFT и не потратить на это ни рубля. Ставьте ролику лайки и подписывайтесь на канал. Впереди еще много полезных инструкций.